In the United States we have an expression. В Штатах у нас есть такое выражение. We say girls play volleyball. Мы говорим, девчонки играют в волейбол. Boys play basketball. Пацаны играют в баскетбол. Men wrestle. Мужики борются. Absolutely. Снова, да, там баскетбол. Yeah. Good. Look at him working on his jump shot form. Hey, tell me, was there one or two particular things you gathered from yesterday that was most important to you? Может, у вас, может быть, каждый уже подумал какие-то одну-две вещи, которые можно было вынести со вчерашней сессии. Может, кто-то может так выразиться. Одну-две вещи, которые определенно зацепили. Капелан не тренер и не болельщик. Раздумья по церкви. Yeah, good. Yeah, excellent. Thank you, sir. You were saying? Капелан не может быть тренером. Okay, more? Yes, please. Глибоке розуміння душі спортсмена приходить через особисті спілкування з ним капеланом маса. Excellent, very good. Різні, чітка грань між капеланом по відношенню до тренера, до психолога, медсестри і так далі. Yeah, there's a distinct difference. Well said, yes. Ще така думка мені вчора сподобалася. Ісус працював з найтяжчим викликом в своїй команді. Лишаючи остальних, він тут працював. Yeah, I mean, you realize on Jesus' team, Judas was on his team. Мы понимаем, что когда Иисус, то иудеи были в его команде. You ever have a Judas on your team? О, не иудеи, а Иуда у него был в команде, да? То есть у вас были Иуды в команде такие, которые, Але да? це більше на якби, контексті Петра, який відрікся, да, вчора про що Петро... But yesterday when Alex was talking about when Peter said deny him. Yep. You ever have a Peter on your team? Может у вас Петры были такие, то он тут, то там, то здесь. Yeah. You ever have a John on your team? Может быть у вас и Иваны такие были в вашей команде, которые постоянные такие. Steady, loyal. Постоянные, верные. Very good. Yeah. You ever have a Thomas on your team? Может Тимофей у вас, Фома были в команде? I don't know, coach. Я не знаю, я не знаю, что тут были. I don't like this game plan. I don't Мне не know. нравится этот план, это мне не нравится. Yeah. That's Jesus' team. Это была команда Иисуса. We have all those. У нас все они есть. Yeah. You ever have Andrew on your team? Может у вас Андрей был в команде? He's the good recruiter. Hey, come on. Он come on, такой let's go. хороший, зазывал. Давай все пошли. Yeah. That's him. Это он. Our teams are not that different from Jesus' team. И наши команды не настолько отличаются, насколько у Иисуса было. Yeah. So maybe we can lead like Jesus does. Может быть, мы можем вести, как Иисус вел. Maybe we can serve like Jesus does. Может, мы можем служить, как и Иисус служил. All right? John 13, Иоанна 3:16. he's washing Judas' feet along with everybody John else's. 1:13. You said 1:13? John 13. Ага. John chapter 13. Иоанна 13 глава, да. И Иисус мыл ноги Иуде. Yeah. Like everybody else. It's part of his team. Okay, let's go to profile of a sports person. Давайте посмотрим наши... Did you say page 8? Is that what it was? 9-я страница, но это после первой сессии сразу. Открой. Тут 9-я. Ну, 8-я сессия, да, портрет спортсмена. И тут 9-я. Где-то там. Есть, да. Вот это оно, Олег. Олег, вот это оно. As I believe most of everyone here has a strong sports background, we'll do this briefly, but these points are important. Так как большинство из нас имеет какое-то спортивное прошлое, то мы через эту сессию пройдем быстро. Да.
Yep, so our aims for this session will be to understand, as you can read there. Цели этой сессии, ну, вы можете прочитать, дать понимание жизни спортсмена, дать понимание нужд спортсмена. Some of these things are unique to sports people. И некоторые из этих вещей, они очень только уникальны для спортсмена, только принадлежат спортсмену. And so let's go to the next slide, please. Следующий слайд. We're going to talk about something that is very common in the sports ministry community, but may not be familiar to everyone. И то, что мы будем делать, оно может быть ну, как бы известно в кругах там, спортивного служения, но неизвестно для всех. Next slide, please. Следующий. Вы заполнили там, да? This is called the McCowan Ministry Sport and Ministry Map. Это называется карта спортивного служения Маккауна. Let me tell you a story about how this came to be. Я вам сейчас расскажу историю, как она вот начала существовать, откуда она началась. My friend Lowry McCowan was at a meeting of sports ministry people from all over the world. И мой друг Ларри Маккаун, он был на такой встрече, и там были спортсмены разного класса. They were in a conference room. Они были в такой комнате, конференц-зале. And they're discussing, just trying to define what sports ministry is. И они хотели определить, что такое вообще, что такое спортслужение. And we had people who they use video like World Cup stuff, and it's for fans. They had people. И одни люди используют там какие-то видео для того, чтобы на каких-то всемирных турнирах там что-то показывать, работать со спортсменами, There were people who do фанатами. recreational sport in churches. Другие организовывали такой просто рекреационный спорт для там в церквях. They had some people who did sports like in universities or in clubs. Другие организовывали клубы или тренировали в университетах. And some people who did sports only with high profile people. Другие просто работают только с высокими квалифицированными спортсменами высокого уровня. Each one was very passionate about their own particular angle on sports ministry. И каждый из них, из этих людей, они были очень, ну, такими страстными про ту сферу, там, где они находились, и говорили про это все. So passionate that they were about to go across the table at each other. Hey! И они настолько были страстны, что они были готовы перепрыгнуть через стол и взять друг друга за майку и сказать, что нет, вот это спортслужение, а это не спортслужение. So my friend's sitting there going. И мой друг смотрит на это, ничего себе, ничего себе. And so on a napkin, И буквально на такой салфетке he drew this diagram. он нарисовал вот эту диаграмму. Because what he saw was И что он увидел? on a left to right continuum, Что он увидел, что с вот этой линии слева направо different people groups within the sporting world. что есть разные люди, которые находятся в спортивном мире. Right. From over here being sports fans, Здесь вот фанаты. over here being novices, they just began playing this week. Это те, кто новички здесь, только начинают. Yeah, that's either a 5-year-old Это могут быть с 5 лет. Playing soccer for the first time. Ему они только начинают, например, играют в футбол, только начинают бить по мячу. Or it might be a 35-year-old who just got golf clubs. А может быть и 35-летний, который только взял клюшку с гольфа первый In either раз. case, they're new to the game. В любом случае они новички в этой игре. Oh, and then next are people who play for fun, recreation. И есть любители, которым просто хочется поиграть для того, чтобы так. Lots and lots of people play for recreation. Много людей играют для того, чтобы просто Either for health benefits, чтобы с друзьями поиграть, just for fun. чтобы было весело вот играть. But once we cross the line, now we're talking about a player who has a different mentality. Но когда мы уже пересекаем этот центр, линию, то мы уже видим уже люди другого понимания, их ментальность, их фокус уже не на игру. And then beyond them, people who have these attributes but are the elite players, they're the best ones on their teams. И то есть уже пересекая эту линию по центру, мы уже видим, что там уже такая сконцентрированность, и уже лучшие игроки в них это уже профессионалы. They play just as hard, they have the same mentality. Вот они играют сосредоточенно, у них одна и та же самая ментальность. But because they are the elite achieving or highly achieving ones, they will
make more sacrifices, they feel greater pressure, there are greater И из-за pressures того, on что them. их мышление такое, что они хотят достичь цели, они готовы отдавать больше, они хотят тренироваться больше, они хотят посвящать этому времени больше. Right. So if we're playing basketball and the coach is 15 seconds to play in the game, Допустим, что мы играем в баскетбол и остается 15 seconds. и остается 15 секунд до конца. The coach is drawing up something for inbounds. И тренер что-то рисует какую-то диаграмму для того, чтобы ввести мяч в игру. Right. And we're playing against Andre's team. И мы играем против команды Андрея. Most of the time the coach will say, okay, number 12, number 15, number 3, they're not going to make a play. Большинство из тренеров напишут так, этот номер 12, номер 15, там, номер 13, они не будут бросать. And they'll say, probably they're going to have number 20 inbound it, and then, И, наверное, все-таки будет так, что 20-й, наверное, вкинет их мяч. but the guy we can't let score is Andre. И мы, но человек, которому мы не должны разрешить бросить, это будет Андрей. He knows 4 guys by number, and he knows 1 guy by name. Потому что он знает, тренер знает 4 человек по их номеру на спине, а одного он знает по имени. That's the elite player. Потому что он знает, что это хороший игрок, это элитный игрок. People on the other team know his name. Даже игроки из другой команды знают его имя. Okay, then, so all of that is true, and then we go out here to the other end, are the high-profile players. И уже когда мы доходим до конца, там написано звезды, это уже очень-очень высокий уровень. They're like players, Это игроки, they're like the elite players, and that they это элит, achieve, это профессионалы, дальше уже идут. yeah, they achieve very highly, but now everybody in town knows their name. И теперь звезды, это уже когда уже их знают, все в городе их знают, что это такие. If we say LeBron, his last name is, Если я скажу Леброн, то все остальные скажут, да, все знают. you only have to say, what, if you say Kobe, Если ты скажешь Коби, все знают, да. right? I mean, if you say Vanessa, Если ты скажешь Ванесса, who's Vanessa? Williams, yeah. Ванесса Мэй. You say Serena, Если скажешь Сирена, great tennis player, right? хороший You игрок. say Lionel, Если скажешь Лионель, Messi, right? Whereas it's just, you just have to use one word and suddenly we know who you're talking about, right? That's high profile. и если мы скажем одно имя, все сразу продолжим второе имя, скажешь фамилию, Well, скажешь имя. they have all the pressures of the elite player plus more. У них у всех есть давление, то что они как должны хорошо участвовать, то есть они профессионалы, но и также еще у них больше давления с общества. When I was in Australia a few years ago, I met a lady who was married to a high-profile auto racing driver. И когда я был в Австралии, я встретил одну женщину, которая женилась на High profile. то есть можно сказать, на спортивной звезде, которая занимается гонками. Yeah. In 25 years of marriage, За 25 лет их несовместной жизни they went out to dinner twice. они ужинали вдвоем 2 раза. They could not afford to go in public. Они не могут пойти просто, они не могут себе позволить выйти, в общество. в If they ресторан. walked into a restaurant, Если они suddenly заходят в ресторан, everybody все said, сразу, signing autograph. давай подпиши автограф. So he would sign autographs all night. We could never eat dinner. Он говорит, весь вечер мы буквально тратим на то, что он подписывает эти автографы. That doesn't happen to me. Это со мной не случается. Nobody asks for my autograph. I Никто don't у меня не understand. спрашивает автограф, But because I'm not high profile. потому что я не звезда. Right. So some high profile people can't even go to church without being smothered for autographs. Даже некоторые звезды, они не могут пойти в церковь, потому что там люди в церкви тоже будут их атаковать. Doesn't happen to me either. Со мной это тоже не случается. But that's their life. Но это их жизнь. So the issue is Проблема в чем? understanding the life of sports people. These are each different in how Потому we что approach в them. жизни спортсменов есть разные периоды. Ministry approaches for fans are probably not going to work very well. И for служение, high profile people. которое работает с фанатами, оно будет совсем отличаться от служения, которое работает со звездами. This makes sense? Понятно это? Their worlds are radically different. Потому что их мир совсем отличается. Now, here's the process that is the same. И вот где процесс, который остается
неизменным. And on the vertical axis, we'll talk about Если мы смотрим на вертикальную, вот, как эту линию, a continual process of coming to Christ. этот процесс показывает, как мы постепенно приходим ко Христу. And then a continual process going further of how we develop in Christ. И уже посередине это тот момент, когда уже этот процесс увеличится, то есть начинается там ученичество. Right. We call this evangelism, and we Мы call здесь that говорим discipleship. евангелизм, а там уже ученичество. Follow? Yeah, this continues Это продолжается all the way through. до конца туда вверх. So from down here, somebody Отсюда, doesn't even believe in spiritual things at all. здесь, допустим, тот человек, который вообще не верит в духовные вещи. And at some point they become aware of who Jesus is. Потом они находят на такой период жизни, когда они уже узнают, кто такой Иисус. And farther up, they're understanding the elements of the gospel. Следующим они понимают элементы уже Евангелия. Now they're beginning to think of the personal implications of if Потом this они is true, what понимают- must I do? Потом они понимают, как это применять. Если это правда, то как это отображается в моей жизни. So right here at this point, they make a commitment to Christ. И в этот момент они уже посвящают, то есть по центру посвящают уже свою жизнь Христу. But then it continues as I И потом understand, продолжается. I made this decision, what does that mean now? Я сделал это решение, что это означает для меня, что дальше. How do I grow in my relationship with Как я Christ? могу возрастать в отношениях со Maybe Христом? I should read my Bible. Может, я должен читать Библию? How do I learn how to pray? Как я должен научиться молиться? How do I begin to share my faith? Как я могу начать делиться своей верой? How do I fit in the church? Как я могу входить в And then церковь? continual И development. начинается дальше развиваться. Then at the top is like Billy Graham И and в конце уже там сверху самое, это там уже Билли Грэм Ole. и Олег. At the top. Там не Right? сверху Yeah, самое. they've got it all together. Это они уже все поняли, все у них получилось. Right. So, my strategy of ministry Теперь моя стратегия служения, with an elite level, not yet believer, у меня, значит, вот эти элитные спортсмены здесь с этой стороны, но они еще не познали Господа. it will be significantly different than То есть вот это служение мое, оно будет отличаться полностью, a novice например, новички здесь. growing believer. Новички, которые уверовали, и вот, будет совсем Make отличаться. sense? Понятно, да? So our understanding of sports people is essential. Понимание, serve them well. да, понимание спортсмена для нас очень важно для того, чтобы понять, как им служить. We could talk about this for hours Мы and not можем, exhaust it, мы можем говорить про это часами и даже, наверное, не устанем. but we won't do that. Но мы не будем это делать. Okay, let's run ahead to the next slide, please. Следующий слайд. Yep. This first point is very important to understand, so take a moment and read that, think it through for just a moment. Давайте прочитаем вот особенно первый, про себя прочитайте очень внимательно. Первый пункт. In your life in sport, can you remember moments В вашей спортивной, может быть, карьере помните момент, a moment where your let's say your poor performance really really assaulted your emotions or your heart? Помните тот момент, когда ваше плохое участие, выступление, оно сильно повлияло на ваше, может быть, эмоциональное состояние, внутреннее состояние. Like a loss or a failure or Вы проиграли где-то. yeah? Было такое, да? Yeah. And at some point that really makes us question who we are. И в тот момент иногда даже мы задаем вопросы, кто я есть. Do you remember the last competition you were in, like at the end of your sporting career? Допустим, вы вспоминаете, если последнее ваше соревнование в вашей спортивной карьере, как и что там было. For many
sports people, the end of their career, their last swim in the pool, their last race, Для многих спортсменов их последние соревнования, вот эти последние, their last wrestling match, последняя там борьба, там последний матч, the last time they take off their basketball shoes in последний раз, когда competition, ты снимаешь кроссовки на баскетбол, it hammers them right here. и просто бьет их прямо в сердце. And we have to be able to walk with them through those moments of, frankly, kind of despair. И мы очень часто находимся в тот момент и проходим с ними эти моменты, когда такое происходит. I mentioned earlier that I'm almost 60, I still think like a wrestler. И я уже об этом говорил, мне 60 лет, но я до сих пор думаю как борец. Do you still think like your sporting experience background? До сих пор, ну вы, наверное, так же думаете, или думаете ли вы как тот спорт, в котором вы вышли, то есть думаете ли как там футболист, там, баскетболист или борец? That's probably not going to go away. И я вам скажу, что оно никуда не уйдет, вы так и будете мыслить. This becomes a prism through which we see most of life. И это становится такой, может быть, как бы призмой, через которую мы будем смотреть на всю жизнь. Right? It kind of filters how we Это будет experience. Это будет фильтровать жизнь и будет проходить, как мы будем реагировать на жизнь. Yeah. And this last point is also important. Давайте еще прочитайте про себя и запомните там последний пункт. Many people look at sports people and think they're very, very simple. Многие смотрят на спортсменов и думают, что вот у них жизнь очень легкая. I think we would all understand that they're rather complex. И мы, наверное, понимаем, что она сложная. And it's sometimes like peeling back an onion to get down to the core of who that person is. И иногда часто нужно как лук, надо слой за слоем раскрывать, чтобы понять, кто этот человек на самом деле есть. Right? Because you ask them a question, sometimes they give you the answer they would give to the media if they asked. Иногда спросишь у них какой-то вопрос, они тебе дадут такой ответ, как будто, ну как бы, они перед камерой говорят, там так все. A cliche. Они такое, да, клише какое-то выговаривают. But that's not what they really think. Но это не на самом деле то, что они думают. And so sometimes I have to peel the onion and go one step Иногда я deeper. должен снять один слой, второй, проходить, чтобы пройти туда в центр. And then I'll pull that up piece of the onion away and I'll go a little bit deeper. Прохожу, снимаю один слой за вторым. Because I want to get to their hearts. Потому что я хочу понять их Does this сердце. make sense? Понимаете, да? Yeah. It's important. Это важно понять. Okay, let's run to the next slide, please. Следующий. Here's some of these unique needs for sports people. They need a sense of worth beyond their uniform, beyond their role on the team. Вот то, что им, спортсменам, нужно, какое чувство. То есть им нужно знать, что они больше, чем как бы игрок или там у них какая-то позиция в команде. Last fall, a dear friend of mine who is a coach was considering retiring. Прошлой осенью мой друг, тренер, который я с ним долго дружу, он задумался о том, чтобы закончить карьеру тренера. But he was making $2.5 million a year. Но он зарабатывал 2,5 миллиона в год. That might want to keep you working. И вот это может тебя заставить немножко, что нужно продолжать работать, все-таки зарабатывать. We're talking on the phone. The other thing, deeper than that, was. Но глубже, с другой стороны, глубже вопрос там был. Raj, this is the only thing I've ever done. Говорит, Роджер, я только это и делал, что тренировал. For 32 years I've been 32 coach. года я был тренером. But he has a health issue. Но у него было, проблемы со здоровьем. And the lifestyle of coaching was really pushing on that health issue. И тот стиль тренерства, который он применял, оно действительно, добивало его здоровья. So the point in this was, I needed to tell him, and so I told him on the phone. И то, что мне нужно было сделать, то, что я ему сказал по телефону, было. I said, hey, we love Coach Kill, but we love Jerry more than that. Coach Kill. Coach Kill is his name. Okay. То есть я ему сказал, ты знаешь, мы любим тренера Kill, это его фамилия, но мы любим Джерри больше. То есть это и его имя Джерри. You follow me? Ага. He is more than just a job title.
Но для меня он был больше, чем просто, как это, job title. Титул, да, титул там тренера. Да. Yeah. We love him, not just Мы as, любим его, но not не just то, as что он, coach, не то, что он тренер. more than that. Больше мы его любим, чем тренер. And that's what a lot of players and coaches are not sure that anybody loves them beyond their. И поэтому многие Goal спортсмены, тренера, они не знают, не догадываются о том, что их больше любят, когда они там не игроки, не тренеры, то есть больше, чем за ту работу, которую они делают. So bottom point. Последнее, им важно знать, что они важны другим вне зависимости от достигнутых результатов. Sports people, like anybody else on the planet, they all need unconditional love. Спортсмены, как и все другие на этой планете, все нуждаются без заговорочной любви. On the day you win and on the day you lose, Когда ты I love you. проигрываешь или выигрываешь, я тебя люблю. I'm committed to you. Я посвящен тебе. You can trust me. Ты можешь доверять мне. I'm loyal. Я верный. Long losing streak or long winning streak, I'm the Если same. самый длинный сезон поражений, либо самый длинный сезон побед, я тебя все равно люблю. These two things are some of the most profound needs in sports people. Вот эти две нужды это самые значительные нужды, когда мы смотрим на спортсмена, на его портрет. Okay, let's go to the next slide, please. Any questions about that? I think that Если у may вас be вопросы, obvious, я думаю, что всем понятно, в принципе. but often society uses sports people more than they care for them. Часто общество использует спортсменов больше, чем они беспокоятся о них. And sadly, sometimes the church uses sports people rather than caring for them. И иногда даже церковь использует спортсменов больше, чем беспокоится о них. We have to be careful. Мы должны быть осторожными. Okay, let's hit this next slide, please. Oleg, No, as a question. I'm sorry, please. Чи були в Роджерові, там де Роджер капеланом в американському футболі сплошні програші, і як він намагався оцю значимість незалежності від результатів довести New до experience in пацанів? being a chaplain. Have you had like a team was like a long losing streak? And Ні, ну, how was your approach? Mhm. How did you love them and care Yeah, for them? yeah. Great question. Great question. That coach that I mentioned, Но тот тренер, за которого я говорил ранее, his first year with us, первый год, когда он с нами был, we won one game мы выиграли только одну игру and lost 10 games. и проиграли 10. That's hard. Это тяжело. That's hard. And so my approach was I affirm and I encourage all the time. Мой подход был, я постоянно говорил об этом, и я всегда пытался подбодрить. Specifically, things like, Я вот так вот, к примеру. you're doing the right things. Я ему говорю, ты делаешь правильно, все I хорошо. believe in you. I know Я you're верю в тебя. better days ahead of us. Я знаю, что лучшие дни скоро будут. Don't quit. Не сдавайся. Yeah, don't cheat. Не обманывай. Yeah, just keep coming. Давай. So I tried to affirm the day-to-day process of Каждый doing the день, right день в things. день я постоянно говорю, что мы на правильном пути, будут лучшие дни. There are tons of things we cannot control about the end results of things. Многие вещи, которые впереди нас, мы не можем контролировать, которые в конце. Yeah. We can play as hard as we want to. If the other team's better, they're probably going to win. И мы можем играть настолько тяжело, насколько мы можем, настолько сильно. Но другая команда, если они сильнее, то они сильнее. So I keep affirming we're Я doing постоянно подтверждал. the day-to-day things to make our team better. Мы постоянно подтверждал, чтобы я ободрял, что мы делаем правильные вещи, чтобы мы становиться лучше и сильнее дальше. Yeah. In those kind of bad seasons, they have plenty of people criticizing them. В тот момент, когда такой плохой сезон, много людей вокруг все критикуют. Много людей таких. But there's hardly anybody telling them, I love you, I'm proud Но of you. очень мало encourage таких you. людей, которые говорят, я люблю тебя, я с тобой, я до конца, я здесь буду. That's me. Это я. And so if I'm loyal and Если я верный, stay engaged with them through the bad seasons, и когда я остаюсь с ними, даже когда самый плохой сезон, they're more than happy to have me around in the good seasons. и тогда, когда приходит хороший сезон, они тогда очень рады, что я тоже там есть. So with that coaching staff, I have like 5 championship and tournament rings. И после этого сезона
у нас получилось так, что у нас получилось 5 выигрышей чемпионских сезонов, то есть у меня есть 5 чемпионских колец, можно так сказать. But the relationships were formed in the bad years. Но отношения сформировались, когда был плохой сезон. Yeah. Okay, good question. Хороший вопрос. Because it's hard. Это тяжело очень. It's hard. Это очень I don't тяжело. like to lose. Мне не нравится проигрывать. Please. Вот, ну, он часто говорит, ну и мы как в христианстве используем такой термин, что мы говорим, я люблю тебя там, ты мой брат во Христе, я люблю тебя. Но с неверующими, ну если я буду подходить и говорить так, даже ну, так, хорошим друзьям своим, ну не все воспримут это как мудрость. То есть для спортсмена, там, для пацана, который гордый и так далее, ну там может я уважаю тебя или как вот, ну, своим спортсменам так же само говорит или как-то это больше действиями выражает, еще чем-то? Yeah, well, a lot of times it's going to be, that's a great question. Хороший Because вопрос, да. if the relationship's not there yet, I may not tell them I love them in so many words. И если отношения еще не там, то я часто даже им не говорю много о любви, как бы я сказал другому. But even the player who keeps me at a distance, Но даже тот игрок, который просто держит меня на дистанции, I'll walk up and I'll say, я подойду к нему, you played very well today. я ему скажу, ты сегодня играл очень классно, великолепно. Yeah. You find something to encourage. Ты должен найти что-то, что подбодрит его. The more specific, the better. Если будешь намного, ну, как бы конкретнее, тем лучше. Let's say with Basketball. basketball players, if Скажем, с баскетбольным игроком. yeah, boys play basketball. I would Boys. go, yeah, I would say, I saw you today. You got on the floor. You Я got сегодня- 3 loose balls for your team. That's great play. Я сегодня видел, как ты играл, и я смотрю, что ты вообще, то есть, подобрал 3 мяча для своей команды. Это было великолепно. Right. So I'm affirming values that I think are important. I think you were unselfish. И я подтверждаю те же ценности, что ты сегодня был как unselfish, Selfless. как-то? Не эгоистичный, да. Yeah. And you were a great teammate. Ну, ты хороший командный игрок, That's very, very good. это очень-очень хорошо. Right. So I'm finding something specific. Я to нахожу encourage. что-то очень конкретное для конкретного человека. Ну, я так розумію, він в американському футболі працює, да? Він казав 105 людей, 105 конкретних речей складено після кожної гри. Як він якби, не знаю, обирає, може, людей, з якими він говорить, чи на що він акценти Great ставить, question. да? Тобто, ну, Great question. ти якби захотів, тобто, There's a lot of people, yeah. Да. Хороший вопрос. Yep. How you find a way to... So if I'm at, let's suppose I'm at a basketball practice, make the numbers smaller. Для того, чтобы сделать цифру чуть меньше, скажем, опять на баскетбольной тренировке. Потому что он тоже баскетбольный капелан. The floor's there. Я вижу всю площадку. I'm standing here. This is the water cooler. И здесь стоит вода, и я стою около воды. I stand right here. Я стою здесь около воды. And I watch practice. Я смотрю тренировку. I observe how everybody's playing. Я смотрю, как каждый из них играет. Between drills, they're going to come over here. Между упражнениями они подходят водичку попить. And I'll stand there and I'll watch them walk up. Я смотрю, как они подходят к The водичке. ones that look me in the eye, И те, кто смотрит мне в глаза, I speak to them directly. я сразу к ним говорю The ones who конкретно. don't look me in the eye, И те, кто не смотрит мне в глаза, I don't bother them. я их даже не трогаю. But if they look me in the eye, I speak to them directly. Но если они смотрят в глаза, тогда я начинаю And говорить. then I gauge their reaction. И тогда я принимаю эту реакцию. And I may say, that was a great shot down И there. я ему сразу скажу, о, там был классный бросок ты сделал. So you take that charge, that's good play. И я видел, как ты поставил заслон, ты молодец. You know what I mean? I saw you got 3 loose balls today. That's Ты really good. подобрал 3 мяча, ты вообще With me? красавчик. But it's. Do I get eye contact? That lets me Если go one когда more я step. получаю вот взгляд в глаза, тогда я с ними разговариваю. So this is entirely relational. Это все полностью, это все взаимоотношения. Same way with 105 football players. То же самое со 105 футболистами. I'm standing on the sideline. Я стою сбоку на линии там, Now here they're running onto the field, 105 of them. и 105 человек бежит по полю. I've memorized all their names and numbers. Я запомнил все их имена и все их номера, под которыми они Here играют. comes number 88. Идет 88-й, допустим. Hey Shaq. Эй, Шак, He привет. looks me in the eye. Hey Shaq. Он- Depending on what he says, I may say one more thing, and then he's running onto the drill. Я могу сказать, эй, Шак, и допустим, если есть еще там пару секунд, я могу еще что-то сказать. Right?
And he may say, hey Raj, what's up, or И whatever. он скажет, hey, Роджер, как дела? And the next one, И whatever. он скажет, hey, Роджер, как дела? And the next one, here comes number 27. 27-й бежит. Hey, what's going on? Я ему, привет, как дела? Right? And so it's real quick. Это очень быстро. But later, as the practice goes on, И это в начале, то есть и дальше, чем тренировка дальше развивается. there may be times where I'm standing on the sideline and there's 10 of them standing with me. И я стою на этой линии, может быть оказаться так, что 10 человек вокруг меня стоит. Now I say, how's it going, Shaq? И я подойду к нему, посмотрю, да, ну как дела, Шак? How's your mom? Как твоя мама? How's things back home? Как там дома у тебя? Yeah, because we're building relationship. Мы строим отношения. And so if I know what's going on with him and his mom, Если я знаю, что происходит с ним и с его мамой, now I'm getting to his heart, теперь я уже дохожу до его сердца. not just the 88, Не просто номер right? 88. I'm after his heart. Я уже иду к его сердцу. Hey, I'm praying for your mom. Я молюсь за твою маму. Okay. If you want to talk later, I'll be available. Если ты хочешь поговорить, я буду, свободный. So it's usually really brief, Это очень коротко. but it also gives me a chance to say, hey, you want to meet for coffee later? Но это очень коротко, но это дает мне возможность спросить, может, кофейку попьем. Now we can sit and talk privately. И теперь, когда он уже хочет, Makes тогда sense? мы сидим один на один разговариваем. Yeah. So it's usually, do I get eye contact? И всегда так, если есть How's it going? взгляд, то тогда We're shaking. давай, Or I поговорим. may reference what we talked about yesterday. И я могу даже спросить, ты помнишь, про что мы вчера говорили? So it's the day-to-day building of relationship, Каждый день строить and then взаимоотношения. continuing to work the relationship deeper and deeper. И постоянно работать над теми отношениями глубже и глубже. These are some characteristics of the world in which we serve. Мировоззренческая диаграмма перед вашими глазами. Both organizationally Как and организация и личность. then individually, it's broken. И то, что мы можем видеть, что все сломано или разрушено. There are some great things about the world of sport, Есть какие-то прекрасные вещи в мире спорта, and there are a lot of things that are really broken in it. и много вещей, они разломаны. But that's where we serve. Но это то место, где мы служим. So let's work at this next slide, please, about worldview. Давайте, Here's the way most sports people, this is kind of their view of the world. That first point, it's full of anxiety and it's driven by performance. да, вот если мы посмотрим, это где спортсмены, люди спорта живут в мире, который движим переживаниями и достижениями. Any of you, how did you handle pre-game or pre-competition anxiety? И может ли кто-то поделиться из вас, кто как действительно переживал свои переживания перед соревнованиями, перед игрой, кто как проходил вот эти переживания внутренние, как вы это делали, кто хочет поделиться? Возьму пример, это от училища ездили соревноваться по настольному теннису, и как только я пришел в зал, я сразу попал в атмосферу такое напряжение. Руки начали адреналин в кровь, руки такие оп-оп-оп и ватные. Беру ракетку, разминаюсь, я вроде и сильно пытаюсь ударить, а мяч не перелетает через сетку. То есть руки ватнейшие, страшно. Вот, но я уже знал Бога, я пошел читать псалмы. Вот я дал ракетку, там такой парень. И как я прочитал псалмы, штук 15, наверное, пришлось много почитать. То дрожь с рук ушла, я пошел веселый, то есть я не ориентировался на победу, я хотел себе просто хороших впечатлений, как на тренировке с другом. Напротив меня был человек, которого я не знал, да, который где-то был как вражески настроен против меня. Ну, я пытался там улыбаться, все это, и шутил, веселился, и он зарядился как бы от меня так тоже под конец, там уже как друзья были, как хорошие друзья. И момент в том, что я проиграл эту партию, я не вывез ее, но я приобрел друга, и ватные руки ушли. Короче, была твердая рука, которая готова была играть. Вот как я переборол это с помощью Библии, с помощью Псалма. Good. Tell me about what I meant to say was, how do you experience pre-game anxiety? Like with me, it was always butterflies in my stomach. Как вы переживаете внутреннее вот это перед соревнованием? Для меня лично как будто какие-то там бабочки внутри постоянно живут. I feel that? Кто-то так себя чувствует? Coach, you still feel that?
Yeah. За день до соревнований снятся соревнования. Снятся соревнования. Что, еще раз? За день до соревнований всегда снятся соревнования. Ага. So the day before the competition, I always like take myself from other competition. Yeah. Just that. Yeah. We had one high school football teammate playing American football. He would throw up every pregame. У нас такой спортсмен один был перед каждой соревнованием, то есть футбольной игрой, он каждый вот перед соревнованием все время блевал, все время. No, thank you. Other ways, how did you, like with me, I would yawn all the time, like I was tired or sleeping. Для меня, допустим, перед соревнованием я всегда зевал постоянно, как будто я был устал, все время такое проходило у меня. То есть Just a nervous reaction. это просто мой такой стресс такой. Others, what У happened? кого еще как происходит? Важко дихати і руки. It's hard to breathe and Ah, just sweat. really? So anxiety Серьезно, would do да? that, yeah. Серьезно, так происходит? After I was Bad, finished. you can't sleep at night. Yeah. A lot of times sleeplessness. Then you're young. Yep. When I Постоянно was хочется young, кушать. Что? Кушать хочется постоянно. yeah. I mean, when I was a wrestler, I had to make weight. И когда я был, когда я боролся, то мне нужно было определенный, вес, чтобы определенный вес. Part of my wrestling day routine was I never ate. И перед играми я всегда практически не ел ничего. And so for years, even as a wrestling official, it was just part of my routine to get ready for the matches. I just wouldn't eat all day. И как бы такая стала моя рутина, что перед играми, соревнованиями я вообще ничего не ем, чтобы, и так стало, даже я сейчас уже как судья на соревнованиях тоже не ем целый. And for all 13 years that I officiated И wrestling, теперь 13 лет, когда уже как судья, I still had butterflies. у меня до сих пор эти бабочки летают. I didn't feel like I was really mentally prepared unless I did. И я думал, если я должен себя подготовить ментально, чтобы к этому соревнованию. Driven by performance and anxiety. Это то, что мы первое представляем, то, что мы движимы переживаниями и достижениями. Sports people live in that all the time. Если спортсмены, люди в спорте, они живут в этом постоянно. There's always a sense of tension. Всегда есть какое-то напряжение. The second point is their performance is what tends to define their lives. И второй пункт, это достижение, это то, что дает им определение. И их самооценка полностью зависит от собственных успехов или неудач. Makes me crazy in the U.S. what people do. И у меня, я схожу с ума, что люди делают в Штатах. Somebody like a American football player, when he's introduced for a crowd, И допустим, как американский футболист, он его как бы представляет перед людьми. like they'll say, "Here is Joe Smith, Ему Super Bowl champion." Ему говорят, это Джо Смит, он Супербол, победитель, то есть самый лучший, то есть он чемпион, будем так сказать, Супербол чемпион. As if he individually won the Super Bowl. Как будто, кажется так, как будто он сам все выиграл, взял там себе. No, he was on a team that Он won the был Super в Bowl. команде, которая выиграла это чемпионство. Wouldn't he? So they define themselves by the Они championship. себя определяют вот этими чемпионствами. He might have been the guy who holds the ball for the kicker. Может, это тот парень, который просто мячик там придерживал, когда тот бил его. Big deal. Catch the ball, put it down. Небольшое дело, словил мяч, поставил, That's his тут whole ударил, гол, все. Это все его работа была, и он уже чемпион. Super Bowl champion. Он чемпион, Супербол чемпион. They define themselves by performance. Они себя определяют теми достижениями и результатами. That also happens on the other end, Но и также случается с другой стороны. right? You're the player and you're playing football, I mean world football, and Допустим, ты игрок, играешь уже нормальный футбол, we're playing in the World Cup, и мы играем на чемпионате мира. and I score an own goal by accident. Я забил, допустим, сам себе автогол. That could define one's whole life. И меня это все уже, Right. это дает определение на всю жизнь, правильно? Bad performance. Плохая we hate that неудача, guy. мы ненавидим его. The всё. whole nation hates you. Вся нация тебя ненавидит, все. Bad. Плохо. Defined by performance. Опять же, определение успехов. Good or bad, Хорошие или плохие, that's where they live. это где они живут. Yeah. So this is part of where they live, and it
partly shapes how they view the world. as well. Это там, где они живут, это то, как они воспринимают мир. Next slide, please. So, because of that, Из-за этого they need a source of strength to handle the pressure and to have a biblical perspective on sport. Из-за этого спортсменам нужен источник силы, чтобы справиться с давлением соперничества, а также библейский взгляд на спорт, чтобы понять и дальше причисляется что-то. Much of sport is harsh and simply demanding. И большинство, сам спорт, он harsh. Harsh is difficult, it's mean, it's Да. mean-spirited, harsh. Жесткий, да, вот, жесткий. И он как бы подавляющий вот так. We can be the people who help redefine sport for them in a more God-honoring way. И мы можем стать теми людьми, которые может как бы снова либо показать, либо снова определить, что такое спорт более с библейским акцентом. Especially as we spoke yesterday, that we can help them see that sport is part of God's creation. И то, что мы можем им показать, то, что мы говорили вчера, что спорт это часть творения Божьего. That it can be part of how they worship God, how they bring honor to Him. Это может быть тем средством прославления, это то, как они могут прославлять Господа. That even though they feel isolated in the way they experience sport, that God is with them. И He's может not быть abandoned them. часто они себя чувствуют как изолированы, но мы можем показать, что даже в этой ситуации Господь всегда с ними. Men and women, who else is telling them that? Скажите мне, мужчины и женщины, кто еще в мире говорит им об этом? Nobody. Никто? No. Никого нет. And they're not likely to arrive at it by themselves. И, скорее всего, они сами туда не придут, к этому пониманию. Right? Правильно? Most players I know, when they read their Bible, they're looking for a verse that promises them they're going to win И today. большинство спортсменов, с которыми я работаю, они, если даже и читают Библию, то они всегда смотрят на те стихи, которые будут обещать им, что они что-то выиграют или получат результат. They're not thinking any more deeply than that. Они не усматриваются, не смотрят глубже. We can help them think more clearly. Мы можем им помочь мыслить более так четче. Okay, let's run ahead to the next slide, please. Here's another thing that sports people need. Some long-term relationships. Вот что еще спортсменам нужно. But Нужно строить длительные отношения. their typical lifestyle makes it hard to have those kind of relationships. И ихняя жизнь, спортивная жизнь, делает все возможное, чтобы у них таких длительных отношений не было. I just found out this morning that one of the players on our baseball team was traded to another team yesterday. И я вот сегодня утром узнал, что один из наших игроков бейсбольной команды, сегодня утром его поменяли, он переехал в другую команду. I really like this kid. Мне этот парень очень нравился. He was with our club last year. Он был в прошлом году у нас. I went out and played golf with him one day. Я даже раз ходил с ним, играл в гольф. We were in that process of deepening the relationship. У нас как раз был процесс, уже мы углублялись в взаимоотношения. And suddenly, he's И gone. теперь все, он ушел. So now all I have, И сейчас я только что я могу. still have his phone number, У меня есть номер телефона его. and I'll be in touch with Scripture every day. И я буду ему высылать ссылки из Библии каждый день. But I won't see him eye to eye at the baseball park. Но я теперь уже не буду его видеть постоянно на бейсбольной поляне. Maybe once or twice a year when their team comes to play at our stadium. Может быть, раз или два раза в году, когда ихняя команда приедет к нам. The world of sport Мир makes it спорта harder to build relationships. делает невозможным, чтобы строить такие длительные взаимоотношения. Right. You recognize the second point as being true? Если посмотреть на второй пункт, можете ли вы сказать, что это правда? Sometimes sports makes for very selfish people. Иногда спорт так он заставляет быть очень эгоцентричными людьми. Yeah. Yeah. It's part of where they live, and Это то, как они живут. it's directly contrary to the Lord's way. Это совсем противоположный путь, который Господь нам говорит. The third point is also true that they sometimes feel isolated and lonely. И третий пункт тоже говорит о том, что они себя чувствуют
действительно такую, как они в изоляции, в одиночестве. Why would they feel lonely if there's a stadium full of people Почему cheering они them? себя чувствуют одинокими, когда целый стадион за них болеет? Why? Почему? Why feel lonely? Почему себя чувствовать одиноким? Любить результат. После Because игры. they love result. Yeah. After the game. Yep. More? Еще что? There's Все a, почему? there's a bunch of reasons why. Тому що вони чувствують, за що ці люди там, чого вони там. Ці They know люди why не the за people ними there. туди прийшли, They're за just not for результатом them. його, і For the result, not for за the його person. Yep. справами, а не за його лічністю. That's for how he performs. Вони And not спортсмени for, це люди. for him. Yeah. Yep. Ни с кем нет личных отношений. Because all these people don't have any personal relationship. Exactly. Right. They may love his jersey as much as they love the person inside the Они, jersey. может, любят больше его номер на спине, Right? чем его то сердце, которое находится за этой майкой. And they probably think they don't even know me. Они, наверное, думают, они даже и не знают, кто я есть. Right? Family is way far away. Моя семья где-то далеко. Right? So they feel isolated and alone. Они себя чувствуют изолированными и одинокими. And so that's where a chaplain can serve very, very effectively. И вот это то место, где капеллан может служить очень-очень эффективно. Because we can be the ones to look them in the eye and say, hey, Потому что мы можем реально посмотреть в их глаза и сказать, hey, how are you? как у тебя дела, How's family? как семья. So when we cut deeper than Когда мы yesterday's performance, действительно углубляемся глубже, чем просто то, как он сыграл. it connects at the heart. Это нас действительно контачит прямо с их сердцем. This is what they need desperately. Это то, что им нужно, очень нужно. The last point is that their sports world constantly changes. И последний пункт это то, что спортсмен живет в постоянно изменяющейся среде. That's like for this baseball team that I work with. They Это так play, как в этой бейсбольной команде, где я работаю. they play 6 days a week, Они играют 6 дней в неделю. 1 day off a week. У них один выходной только в And many неделю. times on the day off, they're riding the bus for many, many hours. И часто у них вот этот один выходной они проводят в автобусе, потому что едут в другой город. So they'll play 3 games in this town, Они играют 3 дня в этом городе, допустим. ride the bus, play 3 Потом games in едут this на town, автобусе и играют 3 дня в другом городе. ride the bus, go home, Опять едут на автобус, опять 3 дня. play 3 games at home, Там 3 дня дома играем. get on the bus, play 3 Опять more сели games на on the автобус road, и опять поехали 3 дня играем. ride the bus 12 hours, and then Опять там 12 часов на автобусе и поехали. Так changes all the time. постоянно изменяется. I mean, even home doesn't feel like home. И даже уже дом не чувствуется как дом. So all the changes just really messes with them. Постоянно изменяется, это с ними играет злую шутку. Yeah. And so this day, На сегодняшний день, the допустим, club manager loves you because you got 3 hits yesterday. на сегодняшний день, допустим, менеджер клуба говорит, о, ты сегодня хорошо сыграл, я тебя люблю, потому что ты 3 раза попал по мячу. Next day you strike out, and so the club manager hates you. И на следующий день, допустим, у тебя не получилось отбить, и ты в ауте, Then и you're up. клубный менеджер Then говорит, Then you're ты up. сегодня плохой. Вверх-вниз, вверх-вниз. We can be the point of stability Мы можем быть той точкой, где мы that they приносим desperately стабильность, need. которая они им необходима вообще, Yep. очень необходима. Okay, next one, please. We're going to talk about friendships. Мы сейчас поговорим про дружбу. Why would sports people be suspicious of making friends? Почему спортсменам нужна дружба? Потому что всем нужно. А? Потому что всем нужно. Because Спорт everyone только needs some friends. соперничество. Everybody needs a friend. Why would they be suspicious? Suspicious. Meaning they don't trust immediately when people Ah. first walk up. Почему не доверяют дружбе? Почему они не доверяют дружбе? Потому что думаю, что хотят их использовать. Because they think that they're gonna use them. Yeah. To take them. Right? When I see this coming, the player's thinking, what does he want from me? И когда они увидят мою руку протягивающую, они думают, что он хочет от меня? Yeah. So I have to, one of the first things I will say if I get that look is, I don't want anything from you. Я часто говорю, мне не нужно от тебя ничего, я просто хочу руку пожать. I'll communicate, I'm here for you. И я ему говорю, я здесь для тебя, I don't need anything. мне от тебя ничего не нужно. Psalm 23. Псалом Why? 23.
The Lord is my shepherd. Потому что Господь моя башня. I don't need anything. Пастырь. Мне не нужно ничего. Ничем не буду I shall нуждаться. not want. Я ничего. I don't need anything from the player. Мне не нужно ничего от I игрока. don't need anything from the coach. Мне не нужно ничего от тренера. And when they see that, И когда они видят это, они They relax. вздыхают и расслабляются. right? My closet is full of team gear. Мой шкаф, он наполнен вот этой командной символикой. То, что все, что футболки там. I never ask for anything. Я никогда ничего у них не спрашиваю. No. Because if I did, Потому что если бы я спросил, the coach is going to say, тренер сказал бы, what's wrong with you? что с тобой такое? You need to go away. Иди отсюда. They distrust that attitude. Им не нравится такой подход и настрой. So they're suspicious of making friends. Потому они очень Because they're always wondering what you want from me. с недоверием такой, подозрительны. Let me ask another question here. How would faith help you keep a balanced perspective on sport? Как последний пункт, если посмотрим, как вера нам помогает действительно вот это, хранить уравновешенный взгляд? How's the faith? How does your faith help you keep a balanced perspective? Как вера нам помогает сохранить вот такой баланс? То, что независимо от побед или поражений, Yes, no, мы no, все равно no, верим, lose, but we still постоянно верим. And we still, he's going to be faithful to us. Yeah. My worth as a person is not tied to my performance. Потому что ценность меня как человека, она не зависит от того, как я выступаю сегодня. No. It's tied to who I am in Christ. Потому что оно зависит от того, кто я есть во Христе. This changes probably every day. Это меняется. Тут, наверное, This is rock меняется solid. каждый день, как я выступаю. Но здесь оно мощное, как This can камень. never change. Это никогда не изменяется. That's solid. Это мощно. And the more we communicate with that with players, the more they know they need it, the more they want it. Потому чем больше мы об этом им говорим, тем они больше понимают, им это тоже нужно. Because the best player we know is going to have a bad day. Потому что мы знаем, что самый лучший игрок, у него тоже будет плохой день. Yeah. Any of those others points describe sports people you know? Если посмотреть на все оставшиеся пункты, какие из этих пунктов, может быть, вам напоминают каких-то спортсменов, которых вы знаете? Which ones can you tell me about the person? Which one? Any of them? Do any of those describe a particular person you know? Может быть, некоторые из этих пунктов может указать нам на конкретно на какого спортсмена, которого вы знаете. Есть один пример, я, конечно, его лично не знаю. Есть такой боксер, но не патриарх, да. Мания, это же вообще И они когда боксировали, талантский да, братан. когда с Майвейзером боксировали. Мания И он проиграл. Yeah. Ну, потом в Фейсбуке там побегал, писал, что все слава Богу. И, ну, то есть он, видно было по его отношению, что он нормально реагирует на такие вещи. He was boxing before the match, and then the Facebook was commenting that Lord to God for the fight and all that. So that represent his faith, his life. Yeah. So that appeared to give him perspective even beyond the results of the match. И потому это дает ему такой другой взгляд, больше, чем просто матч или победа. У мене є один друг, тренер з настольного тенісу. І це відносно останнього пункту, що віра допомагає йому врівноважений погляд на все. Ну, він християнин, віруючий, і просто він працює, скажімо, в школі, да, ну, де він друга скрипка, але на ньому, ну, він молодий і реально на ньому все там тримається, бо тільки, як він каже, всі слівки забирає типа главний тренер, старший. І от слухаючи його і общаючись з ним, я розумію, що він правий, напевно, що там все так і є, але бачу, що він справді міцно стоїть в Ісусі настільки, що
він в серці своєму вдячний навіть тому тренеру і мужику там, за певні речі, які він в його житті зробив, навіть якщо він зараз просто йому хвіст, абуза і реально мішає розвиватися. Да, тобто Ісус, який в нього отут, стає вище за його ранг тренерства, за його успіхи і провали цього дядька, да, ну, він вище іменно через глибину своєї. That's outstanding. Really, really good. Yeah. Brilliant. Третій пункт. Наприклад, коли я жив там на Рівненщині, то в нас була така міні-футбольна команда. І ми, ну, із деякими з хлопців в мене були дуже хороші стосунки. І потім, навіть коли переїхав до Львова, ну, команди вже немає, але є оця, як тут написано, унікальна і длительна дружба. І коли вони їдуть до Львова, вони їдуть до нас. Ну, в них є декілька можливостей, але вони їдуть до нас з дружиною, ночують з нами і йдуть в церкву, в яку ми йдемо. Вони не, ну, самі через те, що в них є дружба, склалася така, колись на полі починалася. Excellent. Really, really good. I have to tell you, I still have relationship with some of the first players I began to serve 22 years ago. Я вам хочу сказать, что у меня до сих пор есть дружба с теми игроками, которым я начал служить еще 22 года назад. When I met them, they were 18 years old. Когда я их встретил, им было 18. They go through their whole college career. Они прошли через всю карьеру в университете. A couple of them played professional football. Некоторые из них играли профессионально. But now they're well into their careers. They're turning 40. И сейчас они уже, ну, в других карьерах, и сейчас им по 40 лет. They have 2 or 3 children У and них a wife. двое-трое детей, жена. And so we get to celebrate with them every stage of life. И у нас есть такая привилегия с ними праздновать каждый действительно момент их жизни. I'll get phone calls. Hey Raj, I got an interview for a job. Will you pray for me? Я до сих пор получаю такие звонки. Эй, Роджер, у меня скоро интервью на новую работу. Ты можешь помолиться за меня? Hey Raj, I'm gonna get married. Would you do my wedding? Эй, Роджер, я буду жениться. Ты можешь нас поженить? Yeah, so I've done a bunch of weddings for players. Я уже сделал, ну, много венчаний таких. Because it wasn't just like I was a game day Потому что function. все это я был не просто там, просто на дни, когда игры там, на соревнованиях только. No, I wanted a long-term Я relationship with хотел a с friend. ними длительные отношения. Yeah, it's good. It's healthy. Это хорошо, это здраво. May I make one comment right now? Хочу один такой комментарий сделать. Because I take a very relational, not terribly programmatic approach. Из-за того, что я подхожу ко всему капеланству, и это все отношения, но не какая-то программа. I seldom see immediate results. Very seldom, not very often. Я не часто, но не сразу вижу такой определенный результат. But I see fruit that remains. Я Usually вижу тот плод, который остается 5, 7 years, 10 years down the line. 10 лет. It takes a while И это займет некоторое время. for good, rich fruit to Если develop. хочешь получить хороший такой сочный плод, это займет время. John 15, Jesus talked about fruit that would В remain. Ивана 15 главе говорит о том плод, который остается надолго. That's what I want. Это то, что я хочу. I don't want a quick, Я не хочу быстрых таких. you know, thank you, I see that per hand, or, you know, a quick Я не хочу altar такие, call, я вижу, все подняли руки, вот так, молодцы все. but no fruit afterwards. И потом никакого плода. I want Я long-lasting хочу relationship and длительные fruit. отношения и хочу такого сочного плода. We who serve like this in sport stand to see that kind of fruit that И remains. мы, те, кто остается на долгое время в этом служении, мы имеем привилегию видеть такой плод. Sports people deal with a whole lot of anxiety and fear. Is that where we are? Yeah. Which of these do you recognize? Спортсмены имеют дело с некоторыми страхами и... Which of those have you experienced? Страхами и тревогами. Какими... Which ones have you experienced? Какие из этих пунктов вы переживали? Lots of people deal with that every single day. Много люди так переживают до сих пор. Каждый день Yep. так переживают такими.
How many of you, as you compete, you feel the anxiety of other people's expectations? Кто из вас, кто соревновался или соревнуется, до сих пор такой есть страх о том, что, как бы, как оно там правильно звучит? Оправдать ожидания тех, кто рядом. Вот, ага. Whose expectations? Чьи ожидания? The trainer. You betcha. Who else? Team. Team? More? Свои. Самого себя. Yourself. Yeah, absolutely. Yeah, with me, I always expected more of me than I thought anybody else did. Я со мной, допустим, я всегда себя ожидал больше, чем like кто-либо другой. Yeah, me too. Yeah. I think of me as Michael Jordan. He thinks he's the greatest player in the world. Да, он думает, что он самый лучший игрок в мире. Просто тренер не попал. Yeah. Okay. Just so you know, non-wrestlers. Для тех, кто не борцы, сейчас вам скажу. Wrestlers, even old wrestlers. Борцы, даже старые борцы. When we walk in a room, Когда мы заходим в комнату, if we're not thinking about anything else, если мы не думаем ни про что другое, we're sizing everybody up. мы, просматриваем и смотрим, какого кто размера, в принципе. I can take him. Вес. I can take him. Я могу его поднять, так его заломаю, этого. I'm not messing with him. Я с ним не буду вообще. That's what's going on in our Это то, mind. что в нашей голове, так, вот так. We still think that's the way we think. Это так, как мы думаем. Yeah. But that matter of anxiety, the whole sense of, am I going to let that one down? Am I going to let me down? It's Вот это беспокойство, вот это давление, которое, это то, что у нас внутри находится. It's in there all the time. Вот там внутри постоянно. And the higher profile that you are, Чем выше соревнования, то есть чем выше уровень, now it's not just your mom or your dad это or your сейчас уже не coach только твоя мама, там, твой or your тренер, team. твоя команда. Now it's all your city, Теперь это твой город, or it's all your nation, или вся твоя нация, or it's the whole stinking world, или это весь мир. right? If you're Lionel Messi, Если ты, допустим, Лионель Месси, the whole world is watching, весь мир на тебя смотрит, right? да? Yeah, Все смотрят. you betcha. World Cup, Если чемпионат мира, Zinedine Zidane. Зинедин Зидан. Remember, what did he do? Помните, что он сделал? Right? The whole world. Весь Saw мир that видел. headbutt. Все видели, что он сделал. I don't want to be him. Я не хочу быть им. Let's suppose you're his chaplain. Допустим, если ты его капелан, Зинедина Зидана, How do you walk through that with him? как ты с ним через это все пройдешь? Red card. Красная карточка. Now he's ineligible for the penalty kicks. И теперь он уже не может пробивать пенальки. Everybody in the world knows that red card cost France the match. И Right. все знают, что та красная карточка действительно стоила того матча Франции. He has to live with that the rest of his life. Он должен жить с этим до конца своей жизни. That's a hard thing. Это тяжело. I hope someone cares for his soul. Я надеюсь, что кто-то переживает за его душу. He hasn't called me yet, but I would care for him. И он еще мне не звонил, но если позвонит, то я побеспокоюсь о нем. If you see him, give him my phone number. Если вы его увидите, то дайте мой номер телефона, я с ним поговорю. I would care for him. Я побеспокоюсь о нем. Ну, в таких випадках такого рано спортсменам їм не вдасться уйти по-тихому з свого But that місця kind of high profile положення. athletes, they would not gonna be able to just slip away in the crowd. Типа, ти був крутий Месі, типу, всі тобою це, ну, я там чуть-чуть слідуючий сезон збав, а всі забули, так не вийде. Або, Because of the типа, high profile, you ну, also зараз ти на коні їдеш, ну, because now, а в свій like, невдачний the time сезон, you're все. just on a high level, and then next season you just, for example, not on so you can't just escape like that because you're Yeah. super high superstar. Yep. Yeah. It's a hard thing to. That we think it's glamorous. They know it's difficult. А мы думаем, что это, ну, у них такая гламурная жизнь, Okay, но last slide, please. на самом деле это очень сложная жизнь. I'd like for you to discuss in groups of 3 Я хочу, чтобы вы поделились в группы, ну, по 3 человека, и these обсудили three questions for a few эти minutes, 3 вопроса. and then we'll take a break, and then we'll hit the next section. И мы потом сделаем перерыв и будем следующую сессию продолжать. Groups of 3, please. Поделитесь на группы по 3 человека. Your discussion. Ну, смотря на вашу группу, из этих 3 вопросов,
Какой вопрос, ну, был такой самый больше обсуждаемый? Three? Three, two. How so? Tell me what was. Второй, да? Почему третий вы тут сказали? Третий? Можно привести примеры, ну, как бы, я думаю, фильм «Тренер», может быть, смотрел недавно, был. Есть объединение тренеров и капеллана, потому что он прожил с ними, он был с ними, работал, как бы, узнавал их семьи, и они достигали результатов. Ну, это важно. Good, good, excellent, good. Ми Another one? ще говорили перед тим про те, що тренер може, коли спортсмен ставить капку, капелан ставить кому і допомагає побачити перспективу. Якщо в тебе травма, ти можеш потім бути тренером і впливати на багатьох людей своїм авторитетом. Ну, отак, якби. Yeah. У нас второй Good, вопрос. good. Как спортивный капеллан может помочь спортсмену увидеть его так, как видит Бог? Спортсмен это не всегда выигрыш, что в Боге всегда победитель. Ну, что при любом раскладе Бог его любит, да? Что Бог видит его победителем, Бог видит его как личность. И как, если бы не что не достижение все решает в этой жизни. Ну, вот так. Absolutely good. Хотел еще по третьему вопросу сказать. Вот какую уникальную роль может сыграть спортивный капеллан в жизни спортсмена? В моей жизни капеллан сыграл радикальным образом, то есть поменял все. Кем я был? Это мальчик без зрения, у которого пустое и серое будущее. Но капеллан повлиял на мою жизнь, и сейчас все в красках. Все в красках. Слава Богу, в общем. Wow. Ми ще говорили про те, що Outstanding. Good. по третьому пункту, що роль, ти виконуєш свою роль, навіть якщо ти просто є і просто стоїш. Ми говорили про те, що часто, коли ти з командою, ти стоїш свої питання, взагалі мені сьогодні не треба було на тренування. Ти нічого не сказав. Тебе не було часу навіть з кимось особисто. Але ця присутність твоя, Бог через неї робить. Yep. One of the most important functions I serve with our football team is to hand out post-game meals. И то одну вещь, которую я делаю даже со своей футбольной командой, то что после игр я раздаю им еду. The game is over. Игра закончилась. They've gone in the shower room. They've taken showers. Они уже помылись. They come out to the bus. Они садятся в автобус. There's a stack of 110 pizzas. У меня тут стоит такая пачка 110 пиц. You want cheese or pepperoni or beef? Я спрашиваю, какую хочешь, сырную, пепперони или мясную. But I get to look 110 guys in the eye. И 110 спортсменов я смотрю прямо в глаза. And encourage. И подбодряю. Eyeball to eyeball. Я глаз в глаза, так взгляд взглядом. Cheese, Сыр, пепперони. beef. Which do you want? Сырное, пепперони, мясо. Какую хочешь? And in that few seconds, I can encourage. И за тех пару секунд я могу Again, подбодрить. I can affirm something he did today. Я могу сказать, подтвердить то, что он сделал сегодня хорошо I сегодня. can console him for not playing very well. Я ему могу сказать другую вещь, допустим, как он сегодня плохо, не очень хорошо играл. Simple. Очень Kindness, просто. Доброта, pizza, relationship. отношения. Not terribly profound, Там ничего такого сложного. but it builds trust Но это строит доверие for the next conversation, на следующий разговор, for the deeper conversation. на глубже разговор. Because crisis is coming. Crisis is coming. Потому что Христос грядет. Might be a knee injury. Crisis. Crisis. Sorry. Потому что кризис будет. И Христос тоже будет. Crisis coming too. Crisis coming. Both are true. Две вещи эти правды. Yeah. But it might be a knee injury. Может быть колено. Might be an illness in the family. Может быть какая-то болезнь в семье. Might be a girlfriend crisis.
Может быть проблемы с подружкой. Any number of things. And so, but by building trust, Но построить отношения на доверие, now I'm able to go deeper. теперь я могу идти глубже. Simple. Просто. Not profound, Ничего особенного. but very important. Okay, Но anything очень more важно. from those three questions? Еще что-то кто-то хочет добавить с этих трех вопросов? Вопрос, question. Yeah, please. Вы сказали по поводу каких-то негативных вещей. Вот ободрение во время этой пиццы, еще какие-то негативные вещи. Говорили ли вы негативные Have you вещи? ever told the players some, like, how they И play если bad, говорили и говорите, то как how you лучше? say that when they perform bad? Oh, yeah, they know they played badly. Они знают, что они играют плохо, играли плохо. Yeah, but so I'll look them in the eye and say, hey, tomorrow's a better day. Я им всегда говорю, завтра будет лучший день. Yeah, we're gonna be okay. Мы будем, все будет нормально. I'll see you at practice tomorrow. Я тебя увижу на тренировке завтра. Just I keep pushing toward the next. Я ему всегда говорю, давай на след, что будет следующее. Terry. А я понял за то, что ты говоришь. Да. Ну, я не так сказал, как он сказал, так что извини. То, что никогда он говорил, просто подтверждал те вещи на Ну а вообще есть практика, когда надо сказать о каком-то негативе. Не ободрить, а именно сказать правду. Может касается не негативности в игре. А по поведению там других, например, надо человеку сказать. Good question. Yeah, usually not at that point. Всегда, но часто не в это время после игры, там, допустим. Tomorrow. Завтра. Yeah, because there's a lot of emotion right now. Потому что сейчас много эмоций. I'd rather wait till that bleeds out. Я жду, пока оно все уйдет. And then I'll stand by him quietly and say, you think you handled that the right way yesterday? Я обычно так подойду к нему близко, очень скажу, как ты думаешь, ты нормально себя повел тогда? You with me? So I'm standing beside him. И я стою около него. I'm not in front of him. Я не так вот прямо к нему Follow me? подхожу. То есть, Yeah. So it doesn't expose him before other people. И это не показывает, то есть перед всеми людьми, я просто рядом с And ним. I'll say, let's talk about this. Давай поговорим про это сбоку так. Yeah. Because I don't want to shame him. И потому что я не хочу его, как его, Right. застыдить, да. And another point is I'll usually do it by asking a question. И всегда я это делаю, задавая вопросы. Uh-huh. An old wrestler, I like confrontation. И как старый борец, мне нравится такая конфронтация. Lots of people don't. И многим людям не нравятся такие вещи. So a softer way to confront an issue is often to ask a question about it. И если хочешь такой в мягкой форме спросить, то нужно задать вот так вот сбоку, подходя вопросом просто. So I may say, Я могу так сказать, к примеру. are you happy with how that went yesterday? Как ты думаешь, ты доволен, как вчера это произошло все? What do you think we could have done that would be better? Что ты думаешь, мы могли бы сделать, чтобы было лучше? And by asking a question, it makes them process the И thing. когда ты задаешь вопрос, они тогда начинают думать и мыслить про They это. think through it better than if I'm just, hey, you Они blew тогда, it, you were out of они line. тогда начинают думать лучше, нежели просто подходить к ним и так утверждать и говорить им. But I prefer to let the emotion dissipate before I talk with about that. Но я всегда стараюсь давать им возможность, чтобы эти эмоции угасились и чтобы мы могли нормально говорить. Our baseball team manager has that policy with his baseball team. У нас бейсбольный этот менеджер или тренер, у него такое есть даже правило в команде. He won't confront an issue with a player until the next day. И он не будет говорить с игроком про те проблемы или трудности, которые сложились на игре до того момента, пока не наступит завтра. То есть до завтрашнего дня он с ними не будет про это говорить. Partly because he knows his own personality is very volatile. Потому что он часть этого, потому что он знает свой личный характер, и знает, что у него такие же самые эмоции там могут быть. And in the moment there's usually a lot of emotion. И в тот момент часто бывает очень много эмоций. So he let the air out of that И thing. он старается выпустить пар, то есть, чтобы все ушло, успокоилось немножко. Great question, thank you. Но хороший вопрос, спасибо. Okay, we have a video to show У нас есть видео, которое мы хотим показать вам, that illustrates some of a player's life. что показывает
чуть-чуть жизнь спортсмена. You know more about this video than I do. Okay. Да, это видео записано для американских футболистов Украины, но оно полезно также для нас его пересмотреть. И на английском языке с украинскими субтитрами.